Собираемся и поехали. Дорога длинная. Ну что, мы сегодня опять в пути. Всем доброе утро. Драйвер уже проехал 220 километров на байке. Все очень теплое, очень, я даже сказал, горячее. Остановился тут кофейку выпить, с людьми пообщаться. Так, здесь какая-то штучка, первый раз увидел. Да, все ништяк, вроде бы все красиво. 220 км, сами представляете. До дома мне еще 322 пилить. Я по-другому это назвать не могу. Я сейчас вот тут выкручиваю, вот, чтобы задняя подвеска была помягче, пружина хода уже хорошо, но что-то я маловато выкрутил. Сейчас я вообще ослаблю почти на максимум ослабил. Что цепь выглядит после 800. 800 километров проехали. Визор был чистый. Сейчас чуть-чуть замазался. Это минималка, реально. С рюкзачком. Деревня, не знаю, пожарка рядом стоит, пожарная часть. От солнца питается электричеством. Круто. Заехал, я не знаю, где-то. Деревня там. Вроде как Бавария, да? Разговаривает. Акцент вообще дичь. Ну понятно. По крайней мере понятно. Вот. Где я вчера был, там меньше понятно, если они говорят со своим. Здесь я не знаю, здесь пока понятно. Деревня маленькая, но движуха на заправке есть. Вкусный кофе был. Такая легенькая булочка такая. Все. Вот. Долго ехал. Заправку одну пропускал, вторую, третью. Уже надоело реально. Ну, приставал там уже. Пару трюков делаю, которые меня учили когда-то на тренировке, чтобы этот не вставал. Сейчас попробую здесь в сумку положить телефон сверху. Может будет работать, видно будет его. Там у навигатора все. Посмотрим. Включу его, положу. Будет работать, будет. Нет. Надеюсь, что будет. А так, в принципе, что? Двигаемся. 322 перед нами. Я вон чуть-чуть помятый был, пошел в туалет, сходил. Ну, как бы, сильно вроде неохота, но пока есть возможность в чистый нормальный туалет сходить, надо сходить. Сейчас надо опять все одеваться. Просто температура сейчас уже поднялась, уже за 30. И жарковато реально. Но пояс надо все надевать, я без пояса не поеду. Чтобы там ни почку не продуло. Пока все нормально. И я побил новый рекорд. Мы ездили в том году в город Бремен. Я проехал там что-то около 360 километров, и у меня бензин был. В этот раз я до того добил, рекорд Кавасакича. Я видел шпицы. 425 километров я могу проехать. До того круто. То есть все время, когда едет нон-стоп, все прогрето, ты не наваливаешь. И 425 стояла рейндж. Это просто круто. То есть, расстояние, на котором можно проехать на бензине, это на полном баке, это просто дьявол. Всего 19 литров, прикиньте, вот если ехать по нулям, да. Ну, то есть, на дальняк, если будешь ехать 80, вообще шикардос. Шикардос. Такой спортивный турист. И так экономно передвигается. Я просто вообще тащусь. Еще один повод на нем. Хорошо поездить, попередвигаться в путешествии. И т.д. такое. Так, ну что, все. Пакуемся, едем. Так.
Так, с телефон попробую положить сверху и потом пакуюсь. Остановился еще в Баварии. Бавария не маленькая страна, но е-мое, сама по себе такая прочитаю. Блин, да ветер какой-то, а? Что такое? Сейчас, подожди. 58. Если я отойду, все поулетает. Здесь тоже это может быть. Ветер в кармане хороший. Я вот взял Powerbank. Чуть ставил подзарядить. Короче, перегрелся iPhone. 20 километров назад пришлось тормознуть. Потом проехал. Сейчас жарит 34. У меня уже яйца, скорее всего, сварились. Я не знаю. Ну ладно, это в принципе не страшно. Уже у драйвера 3 детей, как бы. Уже не так сильно это не нужны. Шутка. Он там просто хотел вам показать красота сзади. Сейчас камеру переверну. Я не мог мимо этого всего проехать. Думаю, надо остановиться. Я не могу спуститься вниз, потому что я потом не поднимусь, у меня сил не хватит. Но сколько смогу сверху показать, обязательно покажу. Здесь есть вот такие вот лавочки новые стоят. Нормально прям. Можно паузу делать. Стол. Причем очень даже неплохие. Ну, видно, их покрасили недавно. Здесь прям поля. Бауэрские поля, там трактора везде работают. С той стороны вообще что творится, там работают прям в 3 смены. Красота, сейчас погода нормальная, уже собирают пшеницу ездить. Так, меняем камеру. Вон там вдалеке. Так, вот так. Вот так лучше будет видно. Мусорки. Вот. Берите пример. Некоторые страны, где мы уже были в отпуске. Вот. Мусорка. Мусор лежит здесь. Не здесь. Не вот здесь. А вот здесь. В мусорке. И вот парковка наичистейшая. Просто у нас даже на земле, где мы живем в Северной Рейн-Вестфалии, и то срача больше. И там последний раз мы останавливались, и, блин, суд на асфальт черти. Ну отойди, что он кусты. Удобрение сделает. Вот это мне очень понравилась, кстати, штучка. Такая карта, если ты будешь заехал на парковку, ты находишься еще здесь. Вот карта, где мы находимся. Да, вот это весь карта всего этого района. И сразу же стоят, допустим, здесь вон шлёз, замок, 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 руины, замок, замок. Потому что у них есть тут покушать, винцо, всякие там сосиски их местные. Тут, допустим, покушать, виноград, вон их замки, парки. Здесь, короче, все вот для туризма, да, вот, то есть карта, все, что связано с туризмом. Что здесь водится, вон, вот, дичь какая водится, бобры даже водятся, саламандр есть, дикая кошка здесь водится, аисты, нормально, да, вон, угу, сова, все нормально. Очень интересно. Такая вот простая парковка, без домика, конечно, без туалета, но 2 классные мусорки, вот, скамейки, все дела. Здесь одна, здесь вот вторая. Вот такая платформа. Потом идешь на эту сторону. Здесь просто обалденный вид. Вон там поля. Красота. Там чуть-чуть дальше, где я уже проехал, вот в той стороне, уже, конечно, назад возвращаться не буду, до дома не доберусь. Там прям такая, на той стороне вот такая низина, как чашка, и там трактора работают, 3 смены. Здесь вот находишься, такой стоишь, и вот отсюда видно вот такая красота. И поля, конечно, клеточки, вот, кукуруза, зеленая, пшеница желтая, все нормально, все поделено. Там вон трактор чешет уже по асфальту. Красота! Здесь уже урожай собрали. Такой вот перекур сделать, это отдохнуть, чуть походить. Потому что я до первой нормальной остановки поехал 220 км где-то, да. Ну это, конечно, уже было тяжеловато, но потом как-то привыкаешься.
Сейчас что проблематично? Варимся чуть-чуть, варимся, не без этого. Специально Кавасаки остановил в тени. Ну вот, смотрите, я проехал 900 километров, смотри, чистый. Нету пыли такой, ничего, вот мотор чистенько, все как дома мыл. Единственное, что вот добавилось, вот спереди, да, вот эти вот, кто вот домой не долетел, остались на фаре, на морде, здесь спереди. А так смотришь на байк и, в принципе, довольно-таки чистый. Но, опять же, я вот сидел, наверное, погоду смотрел неделю целую, чтобы не было дождя. По дождю ездить-то еще то еще себе развлекуха. Не та. Не то. Лучше по сухому. Так. Ну что, одеваемся. Залазим опять в теплую курточку. Хотя я вот ее в тени полежала, чуть-чуть вывернул, чтобы подсохло, потому что все уже промокло. Футболка, 2 футболки насквозь мокрые. Вот такие вот путешествия. Вот так вот рванул. Получается, домой приедем, где-то будет суммарно на мотоцикле проеду я за 2 дня. То есть вчера отдыхал, вторник и четверг. За 2 дня 1100 километров. Это прям немало. Но ничего. Когда я просто сильно не тренировался, и до этого я когда такие путешествия делал, километров на 300-400 я хотя бы тренировался. В этот раз приехали мы из Италии. 1 день побыл дома, сел на байк. Нет, даже 2 дня побыли дома. Видосы залил для вас на ютубе. Сел на байк и поехал. Потому что через пару дней нужно будет идти на завод, на работу. И мне потом будет реально не до мото. Потом нужно будет работать. Сейчас хотя бы покатился. А то сезон короткий. Осталось, в принципе, несколько месяцев и все. Но я думаю, за эти несколько месяцев мы еще несколько хороших 1000 километров вместе проедем. А потом будет видно. Надо будет сейчас придумать что-то с креплением. Конечно же, печалька прям сильная, потому что взял 2 камеры с собой, толку нет, ни от одной из камер. Это очень печально. Они лежат у меня в бардаке, то есть я не могу ничего записать с перспективы водителя, только вот так по телефону на парковке поговорим, покажу. Но, блин, бывает жизнь огорчения. Я сейчас ищу новое крепление, чтобы потом уже в будущем полезла GoPro. А если будет GoPro, то будет новый шлем, думаю. Потому что этот шлем уже все. То есть на дальняк я этот шлем реально одевать уже, скорее всего, не буду, потому что... Ну, это то еще себе. Я не знаю, может быть, 2-м номером этот шлем еще пойдет, но 1-м номером реально гул стоит чуть-чуть, да. Если так больше 120 ехать долго, это в напряг. Ну, хорошо, у меня еще скорость, в принципе, в большинстве пути у меня скорость такая меньше, чем 120, 105, 100, 110. Пару раз, конечно, сейчас вот ехал, выкручивал до 130, потому что ты едешь 100, и тебе горячий ветер в лицо, как с духовки. Это просто тяжело. А так, в принципе, на скорости 130 уже более или менее. Но все время 130 поливать не везде возможно. Вот в Баварии, респект, конечно, баварцам пока еще, да, они пока еще не занимаются такой ерундой, как у нас. То есть в плане фотоаппаратов вот этой всей темы в Баварии это просто что-то с чем-то. Ты просто поливаешь, и ни фотоаппаратов, ни полиции. Просто едешь, как тебе угодно. Но по движению, я имею в виду, тут, конечно, там 200 я не заливал никогда, да, 130 разгонял, но вполне адекватная скорость, потому что дороги прям реально идеальные дороги. Реально вот такого же давно не видел. В Баварии еще очень понравилось мне вот это путешествие. Ну, я сейчас назад еду, специально объезжаю землю Тюринген, в которой я блукал во вторник. Она мне очень запомнилась, конечно, красотой. Но дороги там, извините, пожалуйста, латка на латке, латкой погоняют. А в Баварии прям респект, конечно, дороги шикарные, много новых. Нет фотоаппаратов. Ты просто едешь и кайфуешь. Реально, вот в Тюринген тоже был кайф, но там кайф другой был. Все вот это вот, Восточная Германия еще, да, вот это вот исторические, там много построек, еще как
Зато земля Хессен, как говорят в России, Гессен, хотя это Хессен, а не Гессен, Х, мягкая буква Х. На этой земле тебя через каждый километр ждет какой-то фотоаппарат, скворечник, который тебя сфотографирует, так как хотят забрать у тебя водительское удостоверение. Вот и все. А реально там ехать, вот как они там знаки ставят, ну, такая скукотища. Это вообще просто жесть какая-то. Ну там, да, если поворотов много не позволяет, конечно, едем 60-70, все нормально. То есть никто там не заливает 200, да. А здесь, например, в Баварии прям... Я в восторге, честное слово. Не ожидал, ожидал чего-то красивого, но прям она сама себя переплюнула, Бавария. Так что респект. Что, собираемся? Пана записывал пару минут. Я думаю, следующий стоп я еще включу телефон. Обязательно камеру позаписывать. Может, что-то интересненькое увижу по пути и буду хотя бы так рассказывать, потому что по-другому пока никак. Собираем пауэрбанк, прячем. Поехали. Еще байкеры, кстати, есть. Раз, BMW, два BMW. BMW, да, тоже чемоданами, тоже туризмом занимаются. Ну, вот красота. Вот передвигаешься здесь, как в отпуске. Ну, как бы есть отпуск, но прям очень приятно, очень красиво, очень-очень. Тяжело иногда концентрироваться на дорогу, потому что вот такие красоты все охота посмотреть. Я думаю, через пару месяцев, как будет попрохладнее, можно будет в эту сторону приехать и на автомобиле, потому что есть... Вот там на карте стоит уйма замков, я просто в восторге. Ну, то есть достопримечательностей больше, чем. Есть что посмотреть, приехать куда, где переночевать, что-то попробовать вкусненькое. Так что как-то так. Кофейку. Ну что, я сейчас пролетел прям очень неплохо. Самая дешевая заправка была только Хессен только заехал. Хессен 1,67 литр. Сейчас маленький перекус. Булочка с помидором и моцареллой. Сижу только на одной стороне. Сидеть, конечно, на мотоцикле это одно из. О. Ноги сварились, все. Домой приеду в душ. Кофе вкусный очень. Сейчас последние 50 километров были просто шикарные. Поля, красота. Если кто-то, кто меня смотрит, живет в Германии, путешествовать, не обязательно ехать. Ну, съездите вон. Бавария, Хессен на мотоцикле, просто вот всю землю так вот. Но именно без автобана, то есть у меня путешествие все, ни одного километра я по автобану не проехал. И это все, вот этот челлендж все мне усложняет. Ну как бы круто, я доволен, кайфую, просто класс. То есть я столько всего увидел, сколько бы проехав по автобану, я бы мимо пролетел бы и никогда бы не знал, что там это есть. Вот. Ну что, перекусили. Кофе вообще классный, тут, конечно. Хомбург, Эфт, рядом с Subway, возле семерки. Когда-то здесь с семьей даже останавливались на ужин. Тоже после поездки в Баварию. Так, ну что. Ну хорошо, вот Powerbank есть, да, вот взял. Как он мне сегодня помогает, это вообще просто... Айфончик перегрелся, бедненький, уже говорил. Но я сейчас все придумал. Снял футболку. Лежит в внутреннем кармане. Проветривается, все там. Все нормально. Сейчас заряжается и поехали. Там хотя бы в Бикера здесь заходишь, в булочной. Кондиционер работает прям вот на ура. А мы здесь мучимся. Вот местами, короче, температура достигла какой-то безобразной отметки. Было 35 при скорости 100 км в час. Хочу заметить. Визор открываешь, типа горячий воздух, как будто с духовки. Жестко.